Добрый день, добрый вечер, доброй ночи. У кого какое время и у кого какая страна. С вами снова я, ваша Вивьена. Здравствуйте, дорогие мои подписчики, здравствуйте, дорогие мои гости канала и здравствуйте те, кто первый раз зашел на канал. Канал у нас добрый, гармоничный, с раскладами, с ритуалами, с онлайн-ритуалами, медитациями, которые пригодятся в вашей жизни. И, пожалуйста, проверьте сейчас свои подписки и колокольчик, чтобы он у вас был темного цвета. И вы будете получать все уведомления о новых видео. Также есть второй канал. На втором канале проводятся прямые трансляции на ответы и ответы на ваши вопросы. И сегодня вечером, воскресенье, 4 числа, 4 октября, тоже пройдет прямой эфир. Будет предсказание и ответы на ваши вопросы. Что хочу вам сказать. Сегодня мы сделаем такой расклад. Что он хочет от меня? Вот что он действительно хочет от вас? Чего добивается? Зачем вы ему нужны? Очень часто вопросы, а нужна ли я ему или что-то. Такие вопросы обычно задаются тогда, когда в отношениях не все гладко. Или там, будем ли мы вместе, и любит ли он меня. То есть такие вопросы задаются только тогда, когда в отношениях не все гладко. Когда все прекрасно, удивительно, не бегают по гадалкам, не задают себе каких-то разных непонятных вопросов, потому что и так вы счастливы, вы летаете, как бабочка на небесах, и бабочки у вас в животе, и вы действительно как птица. И эти отношения приносят радость, они приносят молодость, они приносят вот ощущение улыбок, как и должен жить человек, эмоции положительные. Когда мы задаем себе такие вопросы, что он хочет от меня, что добивается, зачем я ему нужна, мы эти вопросы задаем тогда к предсказателям, к ясновидящим, к психологам, к людям, которые старшего поколения, чтобы нам ответили на вопрос, тогда, когда есть непонятки. И человек, мы всегда ходим в масках, запомните, и вы тоже. Мы когда знакомимся, мы такие мягкие, пушистые, вы хотите показаться лучше, чем вы есть. Он показывает себя с той стороны, как бы, чтобы вам понравиться. А на самом деле у человека есть определенный кодекс, с которым он живет. И вы, и он. И поэтому в отношениях, когда отношения, нужно принимать человека такой, какой он есть. Я не говорю про алкоголиков, там, наркоманов, тиранов. Я про этих людей вообще не говорю. Про альфонсов, про выгодников. Я говорю про настоящие отношения, где истина в уважении. А уважение – это и есть самая высокая точка любви. А где есть любовь, туда всегда прибывают материальные блага, потому что это две очень сильные энергии, которые двигают нашими жизнями. Рай в шалаше может быть на 15 минут. Это все присказки нищих людей. Рай в шалаше может быть только на 15 минут. Когда нету хлебушка, то не будет и счастьюшка. И вот сегодня мы просто посмотрим такой расклад с вами, что он хочет от вас, что добивается, зачем вы ему нужны. А сейчас все успокоились, подумали о человеке, о котором вы хотите спросить. Я буду говорить, в общем-то, больше на любовную тему. Некоторые можете загадывать людей, коллег по работе. Это тоже будет актуально. Просто тогда интерпретируйте под свою ситуацию. Расклад общий. Поэтому, если начало сходится, если характеристика человека, которого вы загадали, сходится, все нормально. Успокоились только в таком медитационном состоянии, когда вы ни о чем не думаете, только представляете
этого мужчину и спрашиваете, что ты хочешь от меня? Зачем я тебе? Что ты добиваешься? Могут смотреть и те, кто уже на расстоянии, и те, кто в ссоре и в конфликте, и те, кто в отношениях. У кого действительно не совсем понималка. Или после какой-то ссоры опять соединились, и вы не понимаете, надо или нет. А теперь мы смотрим. Мои контактные данные вот перед вами, перед глазами. Личные расклады, пожалуйста, вот мой контактный номер, СМС на Viber или WhatsApp. А также все мои контактные данные есть в описании и в закрепленном комментарии. И начинаем. Сначала я дам характеристику. Так, это отодвинем пока. Я дам характеристику человека. Я смотрю на мужчину. Если мужчины смотрите, интерпретируйте под себя. Так, какой он у нас? Ах ты, манипулятор. Какой он у нас? Какой он у нас? Могу сказать, вот мы прям карты вынимаем. Вот выпал мужчина, который, знаете, любит действительно ходить в маске, который обманывает и который может быть и в треугольниках. Это общий расклад. Человек ревнивый. И есть третье лицо, враг между вами, то есть у этого человека есть враг. Враг – это женщина. Это вот такой мужчина. Что у нас еще за мужчина? Вынимаем карты. Мужчина любит. Что у нас за мужчина? Что у нас за мужчина? Мужчина любит, знаете, рисоваться, показывать, что он такой замечательно хороший. Вот любит красоваться. Но иногда у него это не выходит, потому что, знаете, здесь идет мужчина, которого, возможно, недолюбили в детстве. И он ищет вот эту вот какую-то любовь. И тут мужчина идет, который не очень доверяет женщинам. Какой у нас мужчина? Знаете, могу сказать, что мужчина сейчас проходит какие-то у него перемены в жизни, потому что он чего-то напортачил, у него огорчение, у него идут какие-то проблемы. И знаете, этот мужчина любит что-то взять в чужом огороде или подсмотреть. Такой мужчина, вот знаете, тут мужчина идет в маске, обманывает часто. Какой мужчина? Но с другой стороны, вот какой бы он такой ни был, этот мужчина очень часто может показать свои действительно мужские качества. Стойкость, уверенность в чем-то, ну, каких-то, в чем? Когда он что-то хочет добиться сам. И здесь такой мужчина, который знает, что он хочет конкретно для себя, потому что он такой. И мужчина, который действительно хотел бы отстраниться от всех проблем и лететь спокойно, свободно. А сейчас у него какой-то, как будто он в цепях. И есть действительно какие-то третьи лица, которые мешают. Они мешают, вызывают у него злобу. Это вызывает у него то, что он врет. Ну, так скажем, ложь. Не всегда он говорит правду. А почему он не говорит неправду? А потому что он боится, что если он будет говорить правду, то эта правда обернется для него всеми неприятностями, какие только могут. Ну, трусоватость. А почему такая трусоватость? Да, почему такое, что да, он не очень любит конфликтов, но если он вступает в конфликт, то это действительно... Ему лучше вот так вот, как уж на сковородке, где-то что-то схитрить, где-то что-то не договорить, на уши лапшу навешать. И еще какой у нас мужчина? Мужчина влюбленный. Мужчина, который вот не доверяет женщинам, но он любит женщин. Он по-своему умеет, вот у него чувства те есть.
как он видит женщину? Вы знаете, я сказала сразу, что мужчина не очень доверяет женщинам, хотя любит очень женщин. Но это нормально. Мужчины должны любить женщин, мы же такие красивые. Мы все красивые. Почему? Потому что действительно здесь какая-то идет недолюбленность в детстве или в каких-то прошлых отношениях, где действительно он как маленький ослик, которого нагрузили и сказали: иди и тащи. Ну вот примерно такая характеристика. Если кому-то подходит, то смотрим дальше. Я сегодня, видите, как просто выбирала карты. А то некоторые говорят: вы не видно, что мешаете. Я выбирала карты, я не знаю какие. Вот такая характеристика мужчины. Если эта характеристика вам подходит, то смотрим дальше. Это общий расклад, и мы смотрим дальше. И начинаем. Что он хочет от вас? Что он хочет от вас? Этот мужчина, что он хочет от вас? Что он хочет от вас? Что хочешь? Ух ты, мужчинка-то переживалка. Буду так класть. Что хочет от вас мужчина? Ну вот главные такие карты, знаете, мужчина очень переживает. Здесь у некоторых действительно, что вы на расстоянии или разрыв, или какие-то недомолвки, недопонимания. Что он хочет от вас? Он хотел бы быть с вами вместе, потому что вы для него действительно женщина, которая действительно для брака, для семьи, для стабильности. Но мужчина сам, вот говорит, мужчина такой, что он хочет от вас. Знаете, мужчина видит в вас вот сам какой-то вот переживающий, хочет от вас, чтобы вы тоже сопереживали. И знаете, могу сказать, что мужчина, что он хочет от вас? Он хочет от вас, чтобы вы делали всегда выбор. То есть он бы делал, а вы делали бы выбор. Потому что он хочет от вас? Он видит в вас женщину, которая может хранить материальные блага. Он видит в вас женщину, которая умеет любить. И он хочет от вас вот эту таинственность. Он хочет от вас вот получить эту женскую энергию. Что он еще хочет от вас? Он хочет от вас, чтобы была взаимная справедливость. Он почему-то считает, что вы его не понимаете. Ну, его трудно понять, он вот такой. Мы женщины одни, мужчины другие. Что он хочет от вас? Он хочет от вас, чтобы вы не давили на него, не жали о него, не выжимали из него. Нет, надо делать вот так, надо делать вот так. Нет, чтобы вы давали ему свободу выбора по справедливости. Но в вас он видит ту женщину, которая знает, как беречь капитал или как зарабатывать деньги, которая самодостаточная, очень мудрая женщина. Хорошо, давайте посмотрим, а что он, почему он так думает, что вы такая мудрая, что вы по справедливости, он хочет, чтобы все было по справедливости. Почему? А потому что действительно, понимаете, почему? Он вот действительно недолюбленный какой-то человек. Он ищет всегда какого-то укрытия. Вот как собачка, которая гуляет, и она ищет, где ей укрыться, где ей найти убежище, прибежище. Вот почему он хочет этой справедливости. Почему? Потому что очень много было в его жизни, ну, каких-то, можно сказать, обманов или каких-то переживаний за женщину. Может, из-за вас. У каждого по-своему. Хорошо. Это что он хочет от вас? А что он добивается? Что добивается этот мужчина? Чего ты добиваешься? Ну, здесь у многих действительно проиграется, потому что он видит вас. Он видит вас
императрицей. Чего он добивается? У многих он действительно хотел бы, чтобы вы были вместе. Чего он добивается? Он хотел бы каким-то образом завоевать вашу любовь, но по-своему, чтобы, понимаете, была такая любовь, любовь или отношения такие, чтобы был покой, чтобы его не терзали, чтобы было спокойствие. Вот чего он добивается? Только такого он добивается. Что еще он добивается от вас? Чтобы вы жили по его правилам. Сейчас. Но здесь мужчина переживает из-за того, что у него, может быть, нет недостаточно средств, как он думает, что у него недостаточно средств, чтобы все ваши желания реализовать. И мужчина, что он добивается? Он добивается, чтобы вы приняли его таким, как есть, его израненную душу. А он действительно непонятный такой человек. Он переживает внутри, показывает всем, как он прыгает, как петушок на одной ножке. Ох, такой у нас гамбургский петушок. А на самом деле у него моральный, вот физическое и моральное какое-то. У некоторых, может, он и болеет. А у некоторых это действительно человек очень переживает, особенно по ночам. Вообще переживает, страдает. Страдает он по вас, а хочет, чтобы вы были именно его императрицей, но по его таким правилам. Но он такой, чтобы был покой, радость, улыбки. Давайте посмотрим, а почему ты так страдаешь-то? Давайте посмотрим в картах, почему ты так страдаешь. Да, он очень переживает, как я сказала, о материальных средствах, что вот он хотел бы, чтобы весь свинец превращался в золото, а он переживает, у него действительно какие-то материальные, вот, может, затруднения. Почему он так переживает? Потому что он знает, что такое есть воздействие от третьих лиц, воздействие от магии, допустим, у кого-то так, воздействие какими-то обычаями, и поэтому он переживает так сильно. Да, что есть обман и неверность. Вот почему он переживает. Давайте еще посмотрим, чего он добивается от вас. Он добивается от вас смирения, но быть императрицей. Он добивается, чтобы любовь была такая, как в покое, в благости. И он добивается от вас, чтобы вы приняли, что у него, возможно, не хватает столько материальных средств, сколько вы хотите. Для мужчины это очень важно. И за это он тоже переживает. Он хочет добиться, чтобы по его правилам было, и вы ему внутренне помогали вот это вперед идти. Но тут что-то прям так у него, действительно что-то. Что он еще добивается от вас? Чтобы вы были... Да, здесь мужчина действительно, в каких бы вы отношениях не были, сейчас третью карту, в каких бы вы отношениях на данный момент не были, что мужчина хотел бы быть с вами вместе, и сексуально хотел бы с вами быть вместе, и хотел бы, чтобы у вас были отношения и семья, а именно почему? Чтобы вы дали ту энергию, которая даст ему пойти по карьере, зарабатывать деньги, как я говорю, печатать эти деньги, материальные блага. И вот он добивается, от вас добивается, чтобы вы его приняли. Вы знаете, чтобы в мире, в согласии, чтобы не было конфронтаций. А здесь я вижу, что какие-то идут конфронтации между вами. Он, например, говорит черное, а вы говорите, нет, это зеленое. Он говорит, это зеленое, вы говорите, нет, это красное. И вот он расстроен тем, что как-то недопонимание. Кто вот разошелся, тот действительно, мужчина видит в вас действительно женщин, а произошло недопонимание. Теперь он не знает, как это все восстановить, как это все сделать, или просто на коне идти зарабатывать деньги просто так. Чего еще он добивается? Сейчас, давайте посмотрим. А почему он хочет видеть вас, чтобы была стабильность, семья, дом с вами? Отношения такие. Потому что он с вами, именно с вами, он видит себя счастливым. Вот с вашими отношениями он чувствовал себя счастливым человеком. А почему он вас желает вот так вот сексуально? Вы его очень привлекаете. Замечательная какая женщина. Красивая, мудрая по его вот взгляду. Он... Почему? Ну,
понимаете, он верит в то, что вы умеете как бы сначала начать путь. То есть, чтобы быть генеральшей, надо выйти замуж за солдата. Вот он верит, и вы его притягаете этим тем, что я люблю тебя, уважаю. Ну, где-то здесь идет потеря, понимаете, где-то что-то неправильно происходило. Что он еще от вас добивается? Он добивается взаимной любви. Как бы там ни было, тот человек очень любит. И он хотел бы, чтобы это было действительно гармонично. Не просто гармонично, а было именно обоюдно. Но у него свои правила. Он живет по каким-то своим обязательствам. Он живет по каким-то своим принципам. И у него действительно, что он добивается? Он добивается взаимной любви с вами. И давайте посмотрим это вверх, поднимем. Так, а зачем ему вы нужны? Вот зачем? Тут и так по этим вот уже картам понятно, зачем вы ему нужны. Вы ему нужны как женщина-императрица, женщина силы, женщина мудрости, женщина стойкости. И женщина, которая бы не разбивала его сердце, не был бы он такой в депрессии, в переживаниях, а чтобы это была взаимная любовь. А в отношениях женщина должна быть при мужчине. Это надо понимать, девочки. Если вы начнете давить, ничего вы не выдавите. Сок выдавите, а вам останется один жмых, а сок-то потечет дальше. Зачем вы ему нужны? Вот зачем вы ему нужны? Ух ты, чтобы измениться. Зачем вы ему нужны? Здесь идут какие-то страдания, переживания. Зачем вы ему нужны? Он бы хотел действительно все переменить. Карта смерть – это не карта смерти. Карта смерть – это трансформация, это изменение. Он бы хотел опять увидеть радость. Вот что он, зачем вы ему нужны? Потому что он без вас не видит вот этих радостей жизни. Они у него, может быть, и есть, не видит. Зачем вы ему нужны? Вы нужны ему для того, чтобы он как воин вперед бежал. Вот для этого вы ему нужны. Вы ему нужны со своей женской энергией. Потом мы еще посмотрим по-другому, потому что третьи лица тут промелькнули. Зачем вы ему нужны? Ну, вы его привлекаете действительно очень сексуально. И он от этого страдает. Страдает? Девочки, что вы наделали-то? Мучается. И зачем вы ему нужны? Вот действительно для того, чтобы он, как рыцарь, вперед мчался, и вы давали бы ему энергию для поднятия в карьере, в деньгах, в бизнесе, вообще в радости жизни. Потому что он с вами, вот здесь идет такая карта, он столько с вами ощутил, что вот бывает такое. Почему где-то произошло недопонимание? У многих расстояний, у многих ссоры. Ну вот это надо посмотреть почему. Давайте посмотрим все-таки по другой колоде. Зачем вы ему? Вот зачем вы ему? Ух ты! У человека выскочила карта, да, у человека что-то с деньгами не совсем в порядке. Вот не так, как было раньше, что ли. Вот как-то угнетает его эта ситуация денежная. Все-таки зачем вы ему? Опять вышло. Затем, чтобы вы дали ту энергию, чтобы он стал действительно... Вот видите, опять карта, она выскочила, а потом я вытаскиваю из колоды, мешаю, опять она же. Затем, чтобы вы вот подняли его выше, чтобы он стал не мальчиком, а чтобы он стал действительно мужчиной, который держит монеты в руках, бизнес в руках, работу, карьеру в руках. Вот был просто, например, таксистом, а стал дальнобойщиком на международных линиях. Вот, эта женщина подняла, он стал выше. Не обязательно, чтобы стал президентом компании. У каждого свой путь жизненный. Зачем вы ему нужны? Да, зачем вы ему нужны? Затем, чтобы он не скатывался вниз. Вы знаете, здесь у некоторых пройдет, что мужчина или стал выпивать, или еще какие-то пагубные привычки.
или депрессия. Вот вы ему нужны для того, чтобы вы дали эту силу опять идти вперед. А сейчас у него состояние так себе. Депрессия у человека, депрессия, мучение, переживания. Зачем вы ему нужны? Опять вышла карта смерти. Для того, чтобы вы как бы преобразовали его. Зачем вы ему нужны? Потому что вы сила. Вы вот понимаете, вы сила, и вот он хочет быть точно таким же с вами. Вот вместе с вами бежать, врагов рубать, идти вперед и побеждать. Вот для чего вы нужны ему. Для чего вы нужны ему? Для чего вы нужны ему? Да, тут идет такое, что вы нужны ему, чтобы в жизни прекратилось вот это вверх-вниз, качелька-качелька. Вот вы ему нужны, чтобы вы отрубили эти все ненужности, вы помогли ему отрубить эти ненужности, потому что именно с вами он видел, как он вперед смог, что благо к нему идут, и к вам тоже. Зачем вы ему? Затем, чтобы он себя, как я говорю, чувствовал основательно, император императоров. И зачем вы ему? Да, вот знаете, вы ему действительно, сейчас вы с ним, еще чего-то. Но дело в том, что здесь какое-то недопонимание между вами. Вы нужны ему для того, чтобы он ощутил себя этим хозяином Чукотки-то, Чукотки, медведем таким, огромным мужиком, который, у него чувства к вам есть. Но он не понимает, как до вас добраться. И не понимает, почему вы его где-то не очень понимаете. Тут и для чего вы нужны? Потому что вы давали ему этот фундамент, опору. С вами можно было посоветоваться и правильно решить все вопросы. Вот для чего. Потому что вы действительно давали какие-то правильные советы своей эмоциональностью. Потому что мы, женщины, живем эмоциями, а мужчины живут больше разумом. А именно эмоции чувственности, эмоции радости, они и дают правильное решение. Всегда говорю, улыбайтесь, радуйтесь в любой ситуации. Всего можно добиться, главное правильно. Это желание назвать и Вселенной сказать. Зачем вы еще ему нужны? У кого-то действительно расстояние, человек хочет приблизиться. Зачем вы ему нужны? Кто не в паре, действительно человек думает о том, ну, кто не замужем, отношения не зарегистрированы, он хотел бы, чтобы это как-то было скреплено, но не знает как, понимаете, голые коленочки. Но тут чувство есть, и чувство есть. Какая-то такая у него горечь и мучение. Удивительно, девочки, вы что-то такое сделали с этим мужчиной, кто вот смотрит этот расклад. Что бы вы там ни писали, у мужчины внутренняя боль. У кого вы, кто разошелся, кто на расстоянии, кто не в непонимании, то есть человек сам не знает, чего ему делать. А давайте посмотрим, а что ему именно скажут, совет. Совет как бы карт, не люблю эти советы, что именно ему скажут, как ему надо вот через это перейти. Совет. А совет, если вы далеко, то бежать к вам. Совет не бояться и не трусить. Не бояться и не трусить. Ему совет. Да, если даже что-то у вас разногласие, опять начать сначала с точки отсчета и идти вперед. Потому что действительно, вот встреча, какая бы была она у вас, она не просто так сложилась. Это совет для него. Будет ли он это делать, это другой вопрос. Потому что совет: действуй. Если тебе надо, плыви, иди в движение. Потому что вы пара. Не бояться, не трусить, идти вперед. Это его совет. Это ему совет. А давайте посмотрим, а вам какой совет дают карты? Лично вам какой совет дают карты, что вам делать? Нет, вот на этих посмотрим. Люблю этот китайский оракул. Иногда называют китайский таро, но это китайский оракул. Так, а вам какой совет вот в этой ситуации? Потому что здесь какая-то обоюдная боль идет. И у мужчины тоже боль. Как бы он себя не показывал гамбургским петухом, здесь он, да, показывает внешне, что все у меня
все нормально, я там пытаюсь, я ковыряюсь, мне кирпичи на голову сыпятся, а я все равно пытаюсь каким-то образом встать, показать всем, что у меня все 50-50, 50-50. На самом деле нет. А какой совет вам дают карты? А вам дают совет такой. Вам карты дают совет такой. Не рубите с плеча. Если даже какие-то разногласия, недомолвки, еще что-то, не рубите с плеча. Пересмотрите всю ситуацию как бы сызнова и понаблюдайте, и вам говорят, а может быть вам сделать какой-то первый шаг, и тогда вы увидите, как лучи солнца озаряют землю. Какой еще совет вам дают? Тут вот именно говорит, не рубите с плеча. Может быть, где-то надо ответить на его СМС, если человек молчал. Где-то надо ответить, где-то нужно улыбнуться, где-то нужно обнять. Но не перетягивать на себя. То есть опять не начинать какие-то та-та-та-та-та-та-та-та. Нет, тут надо именно сделаться такой мягкой, пушистой, родной и добиться того, чего вы хотите. Какой еще совет вам дает? Совет, да, выход есть. Потому что есть, вот у многих выход будет. После этого расклада человек может как-то проявиться, потому что мои расклады так работают, вы на них заходите очень часто, они привлекают мужчину, как на вызов работают. Что еще вам советуют? Вам советуют не переходить. Выход есть, если вы не будете ругаться и перечить. Не будете чего-то доказывать. В чем вообще вот эта мудрость женская? Умение лаской и нежностью добиться того, чего хочешь. Если вы начнете его опять получать чего-то еще, то это ничего не приведет ни к какому. Это приведет только опять к ссоре и опять недопониманию. А здесь идет-то выход есть, и у многих здесь получится выход. И у кого человек должен проявиться, он после этого видео у многих проявится, или позвонит, или напишет. Пожалуйста, если человек проявится, тут идет вам совет. Не ругайтесь. Даже если человек скажет, что вот как бы все, не ругайтесь, не говорите, какой ты такой, ты такой, ты такой. Не надо, не стоит. Вот своим игнором или нейтралитетом, вот этой улыбкой, вы сразите его наповал. Потому что это будет не вот поведение не такое, на которое рассчитывает мужчина. Сколько раз я вам говорила, что есть очень хороший психологический такой прием, когда мужчина встречается, никак не делает выбор, то есть не предлагает жениться, там, и не предлагает там жить вместе, хотя я против того, сначала должна быть печать, потом уже проживание совместное. И нужно его поставить перед выбором, потому что мы начинаем, ну уходи, ты не можешь выбрать, я тебе ставлю ультиматум, вот тебе там шанс. Все, мужчина это понимает и просто отходит, и даже и понимает, что дальше можно опять манипулировать. А фраза есть такая: я люблю тебя очень-очень, но себя я люблю больше. И вы мужчину ставите в тупик, и ему предстоит выбор. Вот если вы нужны мужчине, он придет и скажет: ты со мной, или пойдем в ЗАГС. Если вы ему не нужны, и он просто манипулировал, он просто исчезнет после этих фраз. Потому что это поведение, которое не такое, не женское, это больше мужское. И мужчина от неожиданности, он понимает, что ему нужно сделать выбор, и он его делает. Вот такой у нас был сегодня расклад. Всем желаю счастья, добра, взаимной любви. И чтобы эта любовь была действительно уважением. Чтобы не возникали вопросы, а любит ли он меня, а нужна ли я ему. Тогда не нужно будет бежать к гадалке, потому что вы будете знать, как мне хорошо и спокойно с этим человеком. Это и есть любовь взаимная. Любовь не дается очень редко на многие-многие годы.
Любовь такое чувство, химия, это краткосрочно. Дальше идут отношения в семье и уважение. И вот кто научился именно уважать друг друга, те живут долго-долго в согласии. Сегодня еще будет прямой эфир, не знаю во сколько, но прямой эфир, пока не говорю время. Вы заходите на канал, смотрите уведомления, поэтому, пожалуйста, не забудьте подписаться на этот канал и колокольчик. И не забудьте подписаться на другой канал Вивиена, эзотерика и жизнь. Получите уведомления о прямом эфире, там будет и предсказания, и ответы на ваши вопросы. Вопросы я принимаю только у тех, у кого стоит аватарка, то есть ваше лицо. Кто подписан на канал, и на тот, и на другой. И вопрос должен быть конкретный, на который можно ответить да и нет. Вопрос должен быть нормальный, а не вот это, то есть любит, не любит, плюнет, поцелует. Это не основа жизни. Задавайте вопросы, я всегда отвечаю на те вопросы, если по ленте вижу, всегда отвечаю вопросы, которые жизненные у людей. Сейчас стоят глобальные проблемы, глобальные решения у всего человечества. Откройте глаза, мы должны войти в свет. И я вам желаю света и добра. С вами была я, Вивиена.